Друзья, всем огромный привет! Сегодня снимаю такой общий обзор деток, листиков на укоренение, общий обзор стеллажа. У меня два стеллажа, и один из них как раз занят детками и черенками с тепличками, а на другом стеллаже у меня стоят взрослые фиалки. Недавно я занималась рассаживанием деток. Закончились у меня пенопластовые шарики, и я вот посадила их в чистый торф, в чистый классман, без перлита, без пенопластовых шариков. Точно так же я укореняю листики без разрыхлителей, и детки тоже растут сейчас в чистом классмане. Торф сам по себе легкий, воздушный, и растет все замечательно. Корневая развивается моментально. Хочу ответить на вопросы, которые часто задают в комментариях. Пользуюсь ли я укоренителями, тем же корневином или еще какими-то, скажем так, химикатами для листиков, для деток. Друзья, ничем таким я не проливаю листики. И недавно буквально я рассказывала, что нужно для быстрого укоренения, чтобы листики быстро укоренились и побыстрее проклюнулись детки. Все это я рассказывала, поэтому ссылочку оставлю под этим видео в описании, кому интересно. Ничем таким я не проливаю листики. Что касается деток, не только черенков, кроме хорошего легкого субстрата, главный мой укоренитель и ускоритель роста — это, конечно же, освещение. Без него никуда. Сколько бы вы ни подкармливали деток, что бы вы ни делали, если освещение плохое, то и развитие фиалки будет очень-очень медленное. У меня это светодиодные ленты. Цвет холодный белый, и размещены они по 4 ленты на каждой полочке. Но здесь каждый рассчитывает из своих параметров, из размеров стеллажа. Но это уже отдельная тема. Есть разные лампы, есть большой выбор, но мне больше нравятся светодиодные ленты. Хорошо отзываются фиалки на них, к тому же долго служат эти ленты, не так часто их приходится менять, и, что самое главное, минимальный расход энергии идет. Поэтому главный, так сказать, помощник в росте и развитии — это, конечно же, свет. И не нужны никакие синтетические укоренители. Я их никогда не применяю. Если вы, к примеру, все же обработаете корневином, допустим, срез черенка перед укоренением, но поставите листики в малоосвещенное место, результата никакого не будет. Или результат будет очень-очень медленный из-за ненадлежащих условий. Хорошее освещение — это и есть ваш укоренитель. Это своего рода имитация светового дня. С подсветкой, с хорошим освещением очень быстро, очень хорошо все укореняется. И свет вы не замените никакими подкормками, никакими удобрениями. То есть это уже второстепенный момент. Когда вы ставите листики на укоренение или отделяете деток, рассаживаете от листа, на первое время в субстрате есть необходимое питание, есть микроэлементы. И как раз на месяц, на 1,5 месяца им достаточно этого питания. Не нужны никакие укоренители, никакие подкормки. Свежий, воздухопроницаемый грунт и освещение. Все, что нужно на первое время. Будь то листик вы укореняете, либо детку недавно вот отсадили от материнского листа, на первые месяца 1,5 в грунте есть необходимое им питание. Пока не запустится рост корневой, вы увидите это через стаканчики, как активно корни оплетают земляной ком.
Вот почему тоже удобно использовать прозрачную емкость, прозрачные стаканчики. Вы будете видеть, как развивается корневая, либо если какие-то проблемы начинаются с корневой. Очень удобно. Как раз только спустя месяц, полтора месяца, если розеточки у вас сидят на одном месте, не листики, заметьте, а именно вот детки, к примеру, вы пересадили, и очень-очень долго они у вас сидят без движения на одном месте. Только спустя где-то месяц-полтора месяца можно понемножку внести удобрение, направленное на развитие листовой массы, а именно это удобрение с содержанием азота, как раз для наращивания листвы. Несколько раз в микродозах можно пролить в детки удобрением. Но, повторюсь, это после того, как начнется уже запуск корневой, спустя где-то месяца полтора. Так, здесь у меня на полочке стоят мини-фиалочки. Вот такие вот миниатюрные розеточки. Я их недавно переукореняла, срезала макушки и переукореняла. Все отлично прижилось, укоренилось. И уже с последующей пересадкой я буду ставить их на фитиль, потому что стаканчики маленькие и все это быстро пересыхает. Переукореняла я их вот в такой тепличке. Не стала я их сразу на фитиле переукоренять, миниатюрки, а так взрослые стандартные сорта я переукореняю сразу на фитиле. Ну, этих малышастиков решила переукоренить в тепличке. Так, здесь у меня еще пенопластовые шарики оставались, поэтому посажены с шариками. Нужно будет заказать и стаканчики маленькие 50-граммовые для миниатюрок, и шарики тоже. Все позаканчивалось. Так, здесь у меня на последней полочке стоят теплички с листиками. Видите, такой вот конденсат немножко образовался. В этом нет ничего страшного. И здесь тоже укореняются листики. Вот поближе покажу. Как видите, в чистом торфе укореняется. Если хотите, сделаю более подробный обзор, что у меня растет в тепличках. Друзья, суть этого видео показать наглядно, что не все так заморочено, как кажется. Все намного проще. Главное создать подходящие условия для фиалочек, для быстрого роста, развития и цветения. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Всем отличного настроения. Пусть фиалочки вас радуют своим цветением. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. И до новых встреч. Всем пока!